Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания, за участие в жизни канала. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. С ними мы уже работали. Узорчики на канале есть с такими ниточками. Сегодня я решила скомбинировать. Ну и с новым узорчиком. Итак, смотрите, здесь у меня получается ниточки Alize Angora Gold Simli. Видите, блестящие Simli. Смотрите, они немножко отличаются друг от дружки. Здесь, получается, в 100 граммах находится 500 метров. По составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. И нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. А здесь, смотрите, какая особенность. Здесь ниточки Alize Angora Gold. Просто без символа. Видите, они не блестящие, просто обычные ниточки. Здесь, смотрите, получается в 100 граммах 550 метров. Там 500, здесь 550. Ну, я надеюсь, что нам это не помешает, да? По составу. Получается состав такой же, акрил и шерсть, но только без металлической ниточки. И крючок нам здесь советуют точно так же брать от 2 до 4. Я решила эти две ниточки соединить и посмотреть, что в итоге получится. Я эти ниточки вяжу, смотри, крючком номер 3. Видите? Вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Самое главное, правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, я решила начать с зеленых ниточек. Так, схемку к узорчику к сегодняшнему я прикладываю. Схемка настолько нарисована очень просто, что опытные мастера поймут, что нужно, как нужно вязать, а неопытные, конечно, не совсем разберутся. Поэтому предлагаю смотреть, наблюдать, повторять за руками, и тогда у вас все получится. Раппорт сегодняшнего узорчика 11 петель. Я наберу 2 раппорта, это получается 22 воздушные петельки. И еще половинку раппорта, там буквально 7 петелек по узорчику. Получается 22 плюс 7, это уже 29. И 4 дополнительные петельки по краешку вы увидите, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого получается, я набираю 33 воздушные петельки. Вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, вначале все как всегда, петелька фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с накидом получается. Накид, в следующую петельку по порядку точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И так мы должны с вами пройти в каждую петельку, прям по порядку, в каждую петельку цепочки и провязать в каждую петельку столбик с накидом. Вы сами себя контролируете. Количество по итогу столбиков у вас с накидом получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть я вот, например, набрала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. Ничего сложного. Вот. И смотрите, еще какая особенность. Вот первые 3 петельки подъема, которые мы провязывали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. То есть я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков. Давайте самостоятельно до конца ряда, да, это ж не сложно, а в конце ряда мы с вами встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы, получается, сделали наши столбики, все ровненько, аккуратненько, идем дальше. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И, смотрите, накид. Следующий столбик по порядку мы провязываем столбик с накидом. Вот так вот получается 2 столбика с накидом, да, то есть вот эти 3 петельки подъема, это имитация столбика. Вот так вот 2 столбиками будем начинать каждый ряд, понятно? Дальше, смотрите, накид. Пропускаем 3 столбика, считаем 1, 2, 3, в 4 нырнули,
провязали столбик с накидом. Есть. Еще раз. Накид. Сюда же, в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик с накидом. Есть. Теперь делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И возвращаемся сюда же, вот в этот же столбик, и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. У нас с вами сформировался вот такой вот как бы веерочек, да, вот с такой большой, высокой, видите, центральной арочкой. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. Смотрите, пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Держим на крючке, дальше не провязываем. Накид. Смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Теперь у нас 3 петельки на крючке. И вот теперь их все вместе провязали. Оп, у нас такая вот как бы получилась, видите, арочка такая, да, треугольная. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали столбик с накидом. 1. Сюда же опять верхушку этого столбика столбик с накидом 2. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вернулись опять сюда же. И опять провязываем 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. И у нас получился еще один, видите, вот такой вот веерочек. Вот с такой большой, высокой центральной арочкой. Угу. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И аж в 4 столбик нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 столбик нырнули. Вытянули ниточку. Провязали 2 петельки. Стоп. И теперь 3 петельки все вместе провязали. Оп. Опять вот такая вот треугольная арочка получилась. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули. Провязали столбик с накидом. 1. Сюда же столбик с накидом 2. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик. И провязываем еще 2 столбика с накидом. Формируем опять веерочек с огромнейшей такой вот арочкой. Вот видите? Опять такой же веерочек. Вот такой же веерочек. Вот такой же веерочек. И заканчиваем наше вязание. Получается, мы пропускаем опять 3 столбика. 1, 2, 3. И вот в 4 столбик нырнули. Провязали столбик с накидом. Накид. И вот там, где у нас 3 петельки подъема, в 3 петельку подъема нырнули. И провязали столбик с накидом. Получается, мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. 2 столбиками с накидом. Мы будем каждый ряд заканчивать 2 столбиками с накидом. Поняли, да? А теперь смотрите, вот так вот делаем петельку. Оп. И оставляем нашу зеленую ниточку. Будем переключаться на другой цвет. Вы можете переключаться, может нет, на ваше усмотрение. Итак, вот моя беленькая ниточка. Для начала я делаю петельку фиксации. Оп, перекрутили и зафиксировали. Теперь я, смотрите, не продолжаю дальше, там, где мы остановились, а возвращаюсь к началу ряда, для того, чтобы у нас каждый ряд будет новый цвет, и чтобы мы с вами не оставляли много кончиков, не отрезали, да, мы вот сделаем так, что у нас кончиков вообще не будет. Итак, здесь, помните, мы провязывали 3 петельки подъема. Так вот, аккуратненько в 3 петельку нырнули, взялись поудобнее, беленькой новенькой ниточкой захватили и провязываем через зеленую петельку и сразу же через беленькую, вот такой вот соединительной петелькой. Все, мы переключились на белый цвет. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. В следующий столбик, который идет по порядку, нырнули и провязали столбик с накидом. То есть 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. Помните, да? Как мы договаривались. Мы начинаем и заканчиваем ряд 2 столбиками с накидом. Теперь смотрите. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот в нашу арочку
И беремся, получается, либо прям за арочку, да, вот так вот провязываем столбик без накида. Либо, смотрите, как еще какой способ, если во многих узорчиках показывала, у нас здесь 5 воздушных петелек. Поэтому беремся за центральную, именно за петельку. Видите? И в петельку нырнули и провязали столбик без накида. Но это в том случае, если у вас зрение позволяет, пряжа, крючок позволяет. Если пряжа тоненькая, то не ломайте глаза. Хорошо? Провязывайте в арочку. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. И вот там, где у нас, помните, вот такая вот треугольная арочка была, мы с вами беремся за верхушку этой арочки. Вот, и провязываем столбик с накидом. Раз. Накид. Сюда же столбик с накидом 2. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Возвращаемся сюда же и провязываем еще 2 столбика с накидом. И у нас формируется точно такой же веерочек с большущей такой вот арочкой. Видите? Как в предыдущем ряду. Вот он, веерочек. Точно такой же, как и здесь. 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся вот на нашу, получается, арочку в веерочке. И провязываем либо в арочку, да, вот так вот столбик без накида, либо непосредственно в саму петельку. В центральную петельку нырнули и провязали столбик без накида, как вам удобно. Далее опять провязываем 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот за верхушку нашей арочки треугольной будем провязывать веерочек с большой арочкой такой. Раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Возвращаемся сюда же и провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. То есть у нас сформировался еще один вот такой вот веерочек, видите? Вот, беленькие веерочки. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять вот наша большая арочка. Ныряем либо в арочку, либо в петельку. Провязываем столбик без накида. И заканчиваем, получается, мы данный ряд. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся вот на 2 столбика, которыми заканчиваем ряд. И провязываем тоже 2 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом. Теперь будьте внимательны, как мы заканчиваем. Накид, нырнули вот в верхушку последнего столбика, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Дальше нам необходимо переключиться на новый цвет, поэтому мы захватываем вот нашу петельку зелененькую, сильно не тянем, чтобы край не зажулькать, аккуратненько, тихонечко, легонечко, и этой зелененькой петелькой провязываем 2 белые петельки. И у нас получается ряд закончился беленькой ниточкой, но в процессе вязания уже зеленая. Поняли? Все. Идем дальше. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И во второй вот этот беленький столбик, да, за верхушечку беремся и провязываем столбик с накидом. Вот те самые 2 столбика с накидом, которыми начинаем ряд. Далее смотрите, накид. Вот там, где у нас был столбик без накида, беленькой ниточкой, мы нырнули в него и провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом. 2. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И возвращаемся сюда же и провязываем опять 2 столбика с накидом. То есть мы сейчас сделали точно такой же веерочек, как мы делаем в каждом ряду. Вот, помните? Вот самый первый ряд точно такой же веерочек зелененький. Идем дальше. После веерочка 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся вот в арочку беленького веерочка, либо в арочку, либо непосредственно в центральную петельку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Опять переключаемся там, где у нас был столбик без накида, и в него провязываем арочку с веерочком, да? 2 столбика с накидом, 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И сюда же опять вернулись и провязали 2 столбика с накидом. То есть вы поняли, да? Мы, получается, повторяем самый первый ряд. У нас зелененькие веерочки будут над зелененькими веерочками. Видите? Вот зеленый веерочек, вот зеленый веерочек, вот зеленый, вот зеленый. Все, и вот так вот до конца ряда. То есть повторяйте полностью первый ряд, да? Ну, с небольшим изменением. Здесь у нас была арочка, а здесь просто столбик без накида.
Несложно, у вас получится. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Закончили мы ряд 2 столбиками с накидом. И делаем воздушную петельку и опять оставляем зеленую ниточку, переключаемся на белую. Смотрите, наша с вами задача подняться на ряд выше, да? Смотрите, как мы это делаем. Вот, там, где у нас были 3 петельки подъема, за третью петельку беремся аккуратненько, подхватываем беленькую ниточку, но сильно не тянем, иначе у нас край зажулькается, и он будет у нас стянутый и некрасивый. То есть аккуратненько, тихонечко вот так вот подтянули, все ровненько, аккуратненько. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. В следующий столбик по порядку провязываем столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, 3 воздушные петельки в начале ряда. 1, 2, 3. Переключаемся вот на нашу, получается, арочку. Либо в арочку, либо вот непосредственно в центральную петельку провязываем столбик без накида. А далее будут по 2 воздушные петельки. 1, 2. И там, где столбик без накида предыдущего ряда, мы в него провязываем наш веерочек с арочкой. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись сюда же и опять провязали 2 столбика с накидом. Все, ничего сложного нет. Ряд из ряда повторяются. Понятно? То есть зелененький всегда одинаковый, беленький всегда одинаковый. И по итогу начинает, видите, вырисовываться вот такая вот интересная красота. Вот такие вот какие-то лилии, цветочки. Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Опять 2 воздушные петельки и вперед. Угу. Давайте еще раз провяжем и в конце ряда встретимся. Посмотрим, что получается. Так, смотрите, вот мы провязали белым, получается, рядочком. Вот что у нас в итоге выходит. И как мы заканчиваем ряд. Помните, мы заканчиваем 2 столбиками с накидом. Но нам здесь необходимо переключиться на новую ниточку. Вы можете этой же ниточкой, да, то есть зеленой, как в моем случае, можете дополнительно другие ниточки брать. То есть разрешено все. Итак, смотрите, вот 2 последние петельки, видите, мы будем провязывать новым цветом, если мы хотим ввести новый цвет в наше вязание. Если будете вязать одним цветом, то просто поворотными рядами, как бы тут вообще никаких проблем. Итак, смотрите, вот, захватили опять зелененькую петельку, сильно не тянем, чтобы не зажулькать край. И зелененькой петелькой провязываем 2 последние. Все, мы переключились на новый цвет. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Второй столбик провязываем. Столбик с накидом. Так. И все то же самое, что мы с вами провязываем. То есть зеленый будет соответствовать зеленому. То есть мы с вами просто-напросто опять за столбик без накида провязываем наш веерочек. Столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять вернулись сюда же, провязали 2 столбика с накидом. 1. И сюда же 2. Все, поняли, да? То есть дальше идет только повтор. Зеленый над зелененьким, беленькое над беленьким. Просто меняете цвета. Ничего сложного. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Что-то интересное, оригинальное, неповторимое. Да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такие вот то ли цветочки, лилии, да, то ли может быть еще какие ассоциации. Смотрите. Вот такой узорчик получается у нас. Двухцветный. Плюс ко всему он еще и двусторонний. Видите? То есть выбираете сторону, которая вам больше всего нравится. Такая у вас будет лицевой. Конечно, идеально данный узорчик. Такой легкий, нежный, воздушный. Именно из этой пряжи, например, это палантин. Да? Он может быть одноцветным. Он может быть разноцветным. Если вы будете применять другие ниточки, летние, да, то это топики, маечки. Очень интересно, мне кажется, будет смотреться накидушечка на подушку. Если она будет связана, например, с полипропиленового, может быть, шнура, да, не забывайте про полиэфирный шнур, то есть такой будет объемный, рельефный, такая вот, возможно, накидушечка, чехольчик и так далее. Смотрите, из разной пряжи узорчик может быть, конечно, смотреться по-разному. Из таких ниточек он так смотрится, из летних по-другому, из зимних вообще по-третьему. То есть пробуйте, экспериментируйте из разных ниточек. Вот такой вот дырявчатый, вот такой вот интересный, да. В моем случае, смотрите, вон так вот тянется чуть-чуть, и так тянется чуть получше.
Не забывайте, что узорчик можно поворачивать, переворачивать, как вы хотите. Возможно, это у вас будет шарфик, да, он будет вот так вот, например, располагаться узорчик, да, почему бы и нет. То есть он у вас так вот в длину будет интересно. Возможно, это будет из зимних ниточек, из толстых ниточек. Интересный ажурный снуд. Тоже почему бы нет. Возможно, вставочки при каком-либо комбинированном вязании. В общем, вы большие мастера, дизайнеры. Подбрасывайте идейки в комментариях, что данным узорчиком вы бы связали. Ну а если кто-либо что уже вязал данным узорчиком, рассказывайте. Нам будет интересно, будем читать, вдохновляться. Давайте замерим сегодняшний узорчик. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки, да. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, например, это будет, ну вот, 12,5-12,8 сантиметров. А тут получается у нас первый ряд вспомогательный, да. Дальше у нас второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. То есть по именно каждый ряд новый цвет. Ну, допустим, беремся за крайнюю точку, да, вот такой вот нашу арочку зверочка. То смотрите, получается вот 13 сантиметров с хвостиком. Вот такая красота. Вяжется, конечно, очень быстро. Вы сами поняли, да, в силу того, что он такой воздушный, неплотный. То, естественно, вот эти вот веерочки с арочками, узорчик вырастает очень быстро. Если необходимо что-то легкое, воздушное и быстро связать, вот вам, пожалуйста. Вот такая красота. Можете брать остаточки ниточек и, естественно, каждый ряд вязать новым цветом. Либо один оставлять основным цветом, а другие рядочки дополнять разноцветом. Например, белый будет основной, а дальше будут разные ниточки. Почему бы и нет? Как вам? Здорово. Я думаю, да, в копилочку узорчиков. Возможно, какие-то идейки интересные будут, а у вас уже есть узорчик, да? Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями и подружками в соцсетях. Сохраняйте в свои плейлисты. Смотрите мои плейлисты. На главной странице канала много плейлистов. И там очень-очень много узорчиков. Так что заглядывайте, смотрите. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.